Be with God, be with the people of God this evening. Надеюсь, этот день стал еще лучше, потому что мы собрались здесь для Бога вместе с людьми Бога. I appreciate Sasha very much. Я очень ценю Сашу. Good friend, good translator, Хороший друг, хороший переводчик, good preacher of the gospel. хороший проповедник Евангелия. Appreciate his work with me at Camp Americrane. Ценю его работу со мной в лагере Америкрейн. Keep remembering, please, our dear brother in your prayers and his good ministry he's doing in the city of Dnipro. Пожалуйста, вспоминайте его в молитвах и его хорошее служение в городе Днепр. Glad to have our brother Anatoly Kluchev here tonight. Рад также видеть сегодня нашего брата Анатолия Ключева. Lord willing, he will escort me into Donetsk tomorrow. Если Бог благословит, то он завтра сопроводит меня в And Донецк. I'll be privileged to meet with our brothers and sisters in Christ, some of them this weekend. И у меня будет привилегия встретиться с некоторыми братьями и сестрами во Христе в эти выходные. And I will bring your greetings to them. Я привезу ваши приветствия им. It's so important that those good folks on the other side of that line know that we are one family. Очень важно, чтобы хорошие люди по ту сторону линии знали, что мы одна семья. That we have the same God, У нас тот же Бог, we wear the same name, мы носим то же имя, we're cleansed by the same blood, мы очищены той же кровью and we're heading for the same eternal home. и направляемся к тому же небесному дому. I was a young preacher when this happened. Я был молодым проповедником, когда это I произошло. was in a hospital room down in Mobile, Alabama. Я был в больничной палате в городе Мобиль, в штат Алабама. One of our church members, an older man, was very sick. Один из членов нашей церкви, один из пожилых мужчин, был очень болен. He had been hooked up to machines to keep him alive. Он был подключен к различным аппаратам, которые поддерживали его жизнь. The doctors determined that there was no hope for him. Доктора сказали, что для него нет надежды. They advised the family to disconnect him from this machine so that he could, his heart would stop beating and he would step into eternity. И врачи посоветовали его семье отключить его от аппаратов, поддерживающих жизнь, чтобы он прекратил. Его сердце могло остановиться, и он мог вступить в вечность. I went into the room with this good man's wife. Я пришел в палату вместе с женой этого человека. We had prayer, Мы помолились, and then the doctor basically turned the machine off that was helping this man's heart continue to beat. и затем доктор выключил аппарат, который поддерживал сердцебиение этого человека. I was hoping, I was expecting that it would be a very peaceful transition from this life into the next. Я надеялся, что переход из этой жизни в следующую пойдет мирно. In my role as a preacher, И моя роль как проповедника. I have been in the room several times when people stepped into eternity. И в моей роли как проповедника я бывал несколько раз в комнате, где люди делали шаг навстречу вечности. Usually it is peaceful. Обычно все мирно происходит, спокойно. Usually it's sad. Обычно грустно. In some cases it's almost a relief В некоторых случаях это наконец-то облегчение, because we understand that a person's suffering in this life is now over. потому что мы понимаем, что страдания этого человека в этой жизни теперь завершились, And they've gone on to a better place, a better reward. и они отправились в лучшее место к лучшей награде. But on this particular day, Но в этот особенный день, when they turned the machine off, когда они выключили этот аппарат, it was almost as if the man woke up. было нечто похожее, как будто этот человек проснулся. He was struggling. Он страдал, He was struggling to live. он боролся за жизнь. It was really an unpleasant thing to see. Это была не очень приятная вещь, чтобы видеть. It was just me and his wife and the man in the room. В этой комнате я, жена этого человека и человек. And I remember this man's wife going up to stand near his head. И я помню, как
его жена подошла, чтобы находиться рядом с его головой. And she was rubbing his arm and rubbing his head and saying all kinds of tender words of affection. Она гладила его голову, гладила его руки, говорила слова, которые могли бы, And приятные слова. his eyes were open and he was struggling to breathe. Его глаза были открыты, он боролся за каждый свой вдох. And it was, again, not a real pleasant scene. И опять же, это не самая приятная сцена. And I was a really young and inexperienced preacher. Я был очень молодой и неопытный проповедник. And his wife said to him, И его жена говорит ему: Brother Jeff is here, брат Джеф здесь. and he's got some good words to tell you. И у него есть хорошие слова, которые он скажет тебе. And I'm thinking, really? И я думаю, действительно? I mean, it's time for me to step up and be wiser than I am capable of being. И настало время мне начать действовать и вести себя мудрее, чем я до этого мог быть. And have you ever had times in your life И бывало ли такое в вашей жизни, when the pressure was really on you когда вот есть давление на вас большое, to make a great decision, чтобы вы приняли важное решение, to say something really wise, чтобы вы maybe, сказали что-то очень разумное, to do something that previously you'd not had the ability to do? чтобы вы сделали что-то, что ранее у вас не было даже способности, чтобы сделать. That, it seems, happened to me in that moment. Вот кажется, нечто подобное произошло со мной в тот момент. You know, it's one of those moments where I just prayed to God, God, help me help this man. Это был одним из тех моментов, когда я молился Богу о том, что Боже, помоги мне помочь им. Help me help his wife. Помоги мне помочь его жене. And so I moved up to be close to him, close to his face, Поэтому я придвинулся, чтобы быть ближе к нему, быть ближе к его лицу. and I began to talk to him. И начал говорить с ним. And I called his name, Назвал его по имени. and I said to my brother, И я сказал своему брату: I said, soon, my friend, everything is going to be a lot better. Я сказал, скоро все будет намного лучше. Just try to be calm, Постарайся быть спокойным. try to relax, Постарайся расслабиться. try to be at peace. Постарайся иметь мир. But you're about to see God. Вскоре ты увидишь Бога. And when you see God, И когда ты увидишь Бога, it's going to be the most pleasant moment you've ever had. это будет самый приятный момент из всех. And I continued to say words to him in that direction. И я говорил подобные слова в этом направлении. And maybe it was just my imagination, Может быть, это мое воображение. but those words did seem to provide him some comfort. Но мне показалось, что эти слова действительности дали ему необходимое утешение. And he seemed to stop struggling И мне показалось, он перестал страдать. and just accept that there was no reason for him to fight now what was about to happen. И он стал, он теперь был готов к тому, чтобы принять то, что должно произойти. And not much longer after that, his heart stopped beating. И через короткое время после этого его сердце перестало биться. And I am as convinced as I am that I'm standing here tonight, Я убежден настолько в этом, как то, что я сейчас стою перед вами здесь, that he saw God. что он увидел Бога. And that was a very pleasant meeting for И him. это очень была приятная встреча для него. He was a broken man, Он был сломленный человек. broken by bad illness. Сломлен был он плохой болезнью. For some time, we prayed for this man, Некоторое время мы молились за этого человека, that his brokenness would be mended in this life. чтобы его сломленность, она была исцелена в этой жизни. But God said no. Но Бог сказал нет. God had a better plan, У Бога был лучший план. and that was to permanently repair that man's brokenness in eternity. И это полностью излечить сломленность этого человека в вечности. I'm privileged to be able to tell sick Christians Для меня привилегия говорить христианам, которые больны, broken Christians, сломленным христианам, that one day you're going to get better. что однажды вам станет лучше.
It is our hope, it is our prayer Это наша надежда, это наша молитва. that we get better here in this life. Чтобы нам стало лучше здесь, в этой жизни. But because we're Christians, Но потому что мы христиане, we understand that we will definitely get better in the next life. мы понимаем, что очевидно нам станет лучше в следующей жизни. The way it works many times with me and my friends in the church where I preach. Чаще всего это работает подобным образом для меня и для моих друзей в церкви, где я I'll проповедую. learn that one of our members has been diagnosed with cancer. Вот я узнал о том, что у одного из наших друзей был диагноз рак. And many times because of the latest innovations with medicine, they get better. They overcome the disease. Из-за инноваций в медицине бывает, людям становится легче, и они могут победить болезнь. But a lot of times they don't get better. Но часто так бывает, что им не становится лучше. Not in this life, По крайней мере, в этой жизни. but they get better in the next life. Но им будет лучше в следующей. And so when I find out that one of our members has this diagnosis, И когда я узнал, что у одного из наших членов церкви есть такой диагноз, I'll always try to go and visit with them я всегда стараюсь посетить таких людей. before the disease progresses too far. Перед тем, как болезнь будет прогрессировать дальше. And I'll just kind of make the same speech to them that I have in essence made to you. И я говорю им то, что я вот говорю вам. That if the doctor's diagnosis is correct, Что если диагноз врача верен, it may be the case that you're going to see God more quickly than you had anticipated earlier. То, может быть, вы встретитесь с Богом раньше, чем вы планировали, чем ожидали. But I make the point to them, one way or another, you're going to get better. Но я всегда делаю вывод о том, что так или иначе станет лучше. Selfishly, I'm praying that you get better here because we need you here. Your family needs you here. The church needs you here. Эгоистично я молюсь о том, чтобы вам, тебе стало лучше здесь, потому что церковь нуждается в тебе, семья нуждается в тебе. But be confident that you'll be better in eternity Но будь уверен, что тебе будет лучше в вечности. because we're going to a place Потому что мы отправляемся в место, where there will be no more death, где не будет больше смерти, there'll be no more cancer, не будет больше рака, there'll be no more sorrow, не будет больше there'll печали, be no more goodbyes. не будет больше прощаний. And that is a message that we Christians possess. И это послание, которое мы, как христиане, имеем с вами. For me, Для меня death is not now such a morbid subject. Смерть не является для меня каким-то болезненным вот предметом. I'm not saying that I enjoy discussing death, Я не скажу, что мне нравится обсуждать смерть, but I don't think of death so much as someone departing. но я I do not think of death я as не someone думаю о departing. смерти, как кто-то покидает нас. Rather, I think of someone as arriving. Я думаю, что кто-то прибывает. You remember how Paul defined death Помните, как Павел определяет смерть? as being present with the Lord. Как присутствие с Господом. That's not a bad thing. Это неплохо. But because we're limited in our knowledge, Но поскольку мы ограничены в наших знаниях, we oftentimes probably understandably view death in less favorable ways. то чаще всего мы представляем себе смерть самым неприятным образом. But death is always a necessary step to being in the better life. Но смерть — это необходимый шаг для того, чтобы быть в лучшей жизни. Oftentimes death is a necessary step to getting better, Часто смерть — это необходимый шаг для того, чтобы стать to лучше. being thoroughly healed of our brokenness. Чтобы быть полностью исцеленными от нашей сломленности. In this class all week, we've been talking about how Jesus is the ultimate remedy for our brokenness. И мы говорили о том, как Иисус является единственно верным средством для того, чтобы исправить сломленность нашей жизни. You were just singing about that a few moments ago. Вот мы даже пели об этом некоторое время назад. You asked the question, Вы задавали вопрос, what can make me whole again? что может сделать меня целым вновь? And you sang the answer. И вы пели ответ.
nothing ничто, but the blood of Jesus. но кровь Иисуса. It is Jesus that does make us whole. Иисус делает нас целым. You remember Mark 2:17, he said, they that are whole need not a physician, but those that are sick. Марка 2:17. Нездоровые имеют нужду во враче, но те, кто больны. He did not come here to catch the illness from sick people, Он не пришел сюда для того, чтобы заразиться от больных людей, but to heal the disease. но исцелить болезнь. But we understand that sometimes a doctor, Но мы понимаем иногда, что доктор in seeking to treat a person, can catch the illness that the person has. в желании излечить человека может заразиться той же болезнью, которой болеет человек. Sometimes a person jumps into the water to rescue a drowning person, and they also drown. Иногда человек бросается в воду, чтобы спасти утопающего, но также тонет. But for us, Но для нас, when we seek Jesus, когда мы ищем Иисуса, we are restored. мы восстановлены. And when we seek to restore others, И мы можем восстанавливать других. we're not putting ourselves at risk usually. Мы не рискуем собой обычно. We're strengthening ourselves. Мы укрепляем себя. We're not only ensuring essentially the salvation of another person, but of our own salvation. Мы не только утверждаем спасение в жизни другого человека, но и сами укрепляемся в своем спасении. Revelation chapter 2 verse 10 Откровение, 2 глава, 10 стих. is a great promise. Здесь великое обещание. You remember the book of Revelation was written to 7 churches in Asia Minor. Помните, что книга Откровения была написана 7 церквям Малой Азии. People who were either already in the midst of persecution or about to be. Люди, которые уже столкнулись с гонениями или только столкнутся с ними. And the last part of Revelation 2:10 И последняя часть Откровения 2.10 gives them great news. сообщает им о хорошей новости. Be faithful unto death, Будь верен до смерти, and I will give you a crown of life. и я дам тебе венец жизни. That's basically saying the same thing to those people that I said to that dying man in the hospital. Фактически это являются теми же словами, которые я сказал тогда этому умирающему человеку в больнице. Your brokenness is about to be mended permanently. Твоя сломленность будет навсегда исцелена. When you read Revelation 2:10 in the original Greek language, Когда вы читаете Откровение 2.10 на языке оригинала, it's even more powerful than it is translated in English or Russian. то в этом послании больше силы, чем в переводе на английский или русский. The idea there is, even as you are being put to death, И even as you are dying, идея заключается, что даже когда ты умираешь, it's like these people, he's painting a scenario for them where they're being tortured to death. это как будто он рисует сценарий этим людям о том, как они мучимы до смерти, Be faithful in that moment, чтобы они были верными в этот момент, and you'll receive a crown of life. и тогда получите венец жизни. And we know from history И мы знаем из истории, that those first century Christians, что эти христиане первого века, those martyrs, эти люди, которые являются жертвами, they мученики, faced the sword of the persecutor with such calm, with such courage. они встретили меч гонителей спокойно, с великой храбростью. I've read some of the most amazing stories Я читал о самых потрясающих историях, of how there were Christians down in the arena о том, как христиане находились внизу на арене being persecuted for their Christianity, и были мучимы за веру во Христа, being put to death by the Roman authority because they would not deny Jesus. Будучи умерщвляемыми римским правительством за то, что не отказываются от Христа. And actually Roman citizens in the arena rising up Римские жители, которые находились на арене, они вставали and choosing to go down into the arena with those Christians и хотели отправиться выйти на арену к этим христианам, as a show of support. чтобы показать поддержку. They were so impressed with the way these Christians were dying.
Они настолько были впечатлены тем, как эти христиане that they were умирали, willing even to die with them. что хотели даже умереть с ними. Let me ask us a question I think is very powerful. Позвольте задать вам вопрос, думаю, он достаточно сильный. Do we have something in us? Есть ли что-то в нас? Do we have a relationship with Christ that is Есть so ли у powerful нас взаимоотношения со Христом, которые настолько сильны, that someone would actually be willing to die to have what we have? что кто-то захочет умереть, чтобы получить то, что у нас есть? What a powerful testament that is to the righteousness of the first century Christians. Какой удивительный завет был у христиан первого века. That they had something in them Что в них было что-то такое, that others were dying to have also. что другие были готовы умереть, чтобы также такое получить. Who wants to have the attitude that you have, that I have? Кто желает иметь такое же отношение к жизни, такую же Who wants to позицию, have the как life и that у you and вас I и у have, меня? the vocabulary that we have, the behavior that we Кто have? желает такую жизнь, как у нас, такой словарь, как у нас, такое поведение, как у нас? We're all broken people, Мы все сломленные люди, mended by Jesus. восстановлены And when Христом. people see what Jesus has done for us, what he is doing for us, И когда люди видят то, что Иисус сделал для нас, то, что Он делает для нас, hopefully they'll want what we have. они, я надеюсь, хотят того же, что у нас есть. There's no shame in being broken. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть сломленным. The shame would be to remain broken, Стыдом будет оставаться разбитым или to сломанным. not seek out the healing that is provided us by Jesus, the great physician. Стыдом будет не искать исцеления, которое нам дано Иисусом, нашим врачом. I believe with all my heart in the promise of Revelation 21 verse 4. Я верю всем своим сердцем в обещание, которое написано в Откровении 21 главе 4 стихе. This promise of a place of no more pain, sorrow, death, dying. Обещание о месте, где не будет больше печали, грусти, боли, смерти. I believe that heaven is real. Я верю, что небеса реальны. I believe what Jesus said in John 14, Я верю в то, что Иисус сказал в Иоанна 2:14, that he's going to prepare a place for us. что Он идет приготовить место для нас. And that is a place where we'll be with him, where we'll be with the Father. И это место там, где мы будем с Ним, там, где мы будем с Отцом. But it is a place of eternal healing. Это место вечного исцеления. When you read 2 Corinthians, Когда вы читаете 2 Коринфянам, chapter 5, for example, 5 главу, например, we read there that our body is compared to a tent. мы читаем о том, что наше тело сравнивается с хижиной. What is a tent? Что такое палатка? It's a temporary place to live. Место, временное место для проживания. And in that text, death is pictured as us leaving the tent И смерть там представлена как то, что мы оставляем эту палатку and relocating to a permanent, better house. и перемещаемся в более лучший, постоянный дом. So I'm a person, I'm a soul, and you're a soul Поэтому я вот личность, я душа, вы души, that is living in a temporary place. которые мы все живем во временном месте. And we're going to transition into a permanent place. И мы перейдем в более постоянное место. And we'll be there obviously forever. И будем, очевидно, там вечно. I was talking to somebody last night about camping, Вчера я говорил о походе с палатками. and camping's fun. И поход с палатками всегда весело. You get out in the forest for a few days, Вы you got выезжаете the в лес на fire and несколько the лет, у вас food and есть the костер, fellowship and еда, the tent, общение, палатка. but you've also got the mosquitoes, Но также есть комары, you've got the uncomfortable bed, также неудобное место для сна. you don't have, a lot of fresh water, У hot вас shower, недостаточно свежей воды питьевой, and it's fun out не there. хватает, может быть, душа. But it's- Да, это весело. It's kind of nice to eventually be able to break camp and head for home. Но в какой-то этап очень приятно завершить этот уже поход с палатками и вернуться домой. And that's what's going to happen to us spiritually. И вот это именно то, что произойдет с нами духовно. We're going to break camp,
мы завершим свой лагерь and we're going to go to our permanent home и отправимся в постоянный дом. and be with our Father, be with His Son, Будем с нашим отцом, его сыном, getting rid of the temporary body, temporary home, replaced with permanent body, permanent home. и временное тело, временный дом будет заменено на постоянное тело, постоянный дом. So, in the meantime, though, what do? Поэтому в текущее время что мы делаем? We continue to rely on Jesus. Мы продолжаем полагаться на We Иисуса. continue to cry out to Jesus to help us. Продолжаем взывать к Нему, чтобы Он помог нам. To help us help ourselves. Чтобы мы могли помочь себе. To help us to help others. Чтобы мы могли помочь другим. You remember Peter, this broken man? Помните, Петр, этот сломленный человек? We talked about this earlier. He's up and out of the boat, walking on the water. Говорили мы об этом недавно, о том, как он вышел из лодки и пошел по воде. At that moment, life could not be any better for Peter. И в этот момент жизни не могла быть просто лучше для Петра. He's looking to Jesus. Он смотрит на Иисуса. But then the wind, the waves, Но distract him. затем ветер, волны отвлекают его. Takes his focus off Jesus. И он больше уже не I mean, this is a концентрируется на big Иисусе. storm that he's walking in. И он идет во время большого шторма. And he begins to sink. И он начинает тонуть. And I love what he does at that moment. И мне нравится, что он делает в этот момент. He doesn't make a big speech. Он не толкает большую речь. There's no time for that. Нет времени для этого. It's with a great sense of urgency. He cries out, Lord, save me. С чувством сиюминутной важности он кричит: «Боже, спаси меня!» That's the cry of all people that are broken. Or should be Это, the cry of all people. that are это broken. крик каждого, кто сломлен. Или, по крайней мере, должен быть. Simple, Очень просто. to the point, Целеобразно. and the result of that cry И результат вот этой мольбы was this broken man was mended by Jesus. This literally dying man was given a second chance at life by Jesus. что этот сломленный человек был восстановлен. Человек, который умирал, получил второй шанс от Иисуса. One of the struggles that we in our brokenness have Одна из трудностей, которую имеет наша сломленность, is maybe our desire to pretend that things are actually better than they really are. это может быть то, когда мы притворяемся и ведем себя, как будто дела идут на самом деле лучше, чем они на самом деле есть. To put on the church costume, the Christian costume, Когда мы одеваем такой церковный костюм, костюм христианства, and I'm perfect, my marriage is great, my health is good, my Yeah. emotional state is wonderful. совершенный, у меня в семье все хорошо, мое эмоциональное самочувствие замечательное, я очень спокоен. And we just get around folks and we pretend. И мы находимся посреди людей, мы притворяемся. We don't want folks to know what's really going on with us. Мы не хотим, чтобы люди знали, что происходит на самом деле. Why is that? Почему так? Because maybe they won't like us anymore if they know. Потому что, может быть, мы им не понравимся, если они узнают. Maybe they'll feel uncomfortable around us. Может быть, им будет потом некомфортно с нами. Maybe they'll gossip about us. Может быть, они будут сплетничать о нас. I'm just now thinking about this. I've never really thought about this before. Я вот просто сейчас прямо думаю об этом, никогда об этом не думал. Many of you know something of my life story, how my father was an alcoholic. Многие из вас знают мою историю о том, как мой отец был And I алкоголиком. mentioned this in one of our previous lessons, even in here. Я упоминал это даже в прошлых уроках здесь. I'm trying to remember. Но я пытаюсь вспомнить. My father died when I was 15, Мой отец умер, когда мне было 15. and I had lots of good friends. И у меня было много хороших друзей. I had people in the church that I looked up to, Bible teachers, elders, preachers. И у меня были люди в церкви, на которых я смотрел, библейские учителя, проповедники, старейшины. I went to a Bible school. Я отправился в библейскую школу. I had good coaches. У меня были хорошие тренеры. You know, I don't think I ever told another person Я не думаю, что я когда-либо кому-то сказал, why my dad was alive, что когда мой отец жив, that был my жив, father was an alcoholic. что мой отец алкоголик.
I mean, I was in a broken family, no doubt, Без сомнения, у меня была сломанная семья. but I never could tell anybody that. Но я никогда никому не мог сказать, I mean, it's not anything to be proud of, of course. потому что, ну, нечем тут гордиться. But I was thinking, there's so many people could have helped me, Но я думаю о том, как много людей могло мне помочь. and it really made the struggle much more challenging because I was doing it alone. И мои все мучения были намного сложнее для меня, потому что я через них проходил один. Brokenness has numerous symptoms. У сломленности есть множество симптомов. One of them is depression. Один из них это депрессия. And I don't know how big a problem depression is in Ukraine. Я не знаю, насколько велика проблема депрессии в Украине. And sometimes it's an excuse Иногда это оправдание, for a lot of poor choices we would make. Оправдание неразумного выбора, который мы можем сделать. But I know in the churches in America, depression is a legitimate challenge many Christians face. Но я знаю, что во многих церквях в Америке депрессия является действительно настоящим сильным вызовом. It is для not многих it's not a христиан. choice they're making, it is a chemical issue in their brains. Это не то, что они делают какой-то неправильный выбор, это химическая реакция в их мозге. And I know that a necessary step to getting better И я знаю, что необходимый шаг для того, чтобы стало лучше, is to acknowledge to the Lord and to the Lord's people that we trust, I have a problem. это признать перед Богом и перед Божьими людьми, которым мы доверяем, о том, что у меня есть I проблема. don't want to get out of bed. Я не хочу вставать с I feel кровати. like the sky's falling every day. Кажется, что небеса рушатся. I'm crying and I don't have a reason to cry. Я плачу без какой-либо причины. And there are a lot of people, they just internalize that problem. They just keep it inside and it just makes them sicker and sicker. И многие люди хранят проблему внутри, и это делает их больнее и больнее. And there are a lot of examples of it. That's depression, but there's also addiction. There's people with financial trouble. Много примеров этому, и это что касается депрессии, но также есть и зависимости, есть финансовые трудности. And one of the remedies to overcoming our brokenness is not just to cry out, Lord, save me, but one of the ways the Lord saves is through the Lord's church. И решением во многих случаях является не только, чтобы мы взывали к Богу и говорили: Боже, спаси меня, но в том, чтобы мы говорили Божьим людям, через которых Бог может работать. So if you are having challenges in your life, Поэтому, если у вас есть трудности в жизни, don't be reluctant to cry out to the Lord, не стыдитесь того, чтобы взывать Богу. to cry out to the Lord's people. Не удерживайте себя от Божьих людей, чтобы позвать их, сказать: помоги мне, Pray with me, помолись со мной, strengthen me, укрепи меня, don't walk away from me. не уходи от меня. Have you noticed that the answer to a prayer might take several different forms? Заметили ли вы, что ответ на молитву может быть представлен в нескольких различных формах? It's kind of like if I have pneumonia, Как, например, у меня пневмония. the disease of pneumonia. You know, it's a pneumonia. Пневмония? The flu, if I have the flu, Yeah, any pneumonia. disease Yes. will fit. But if I have some sickness, oftentimes the answer to the prayer that I pray is to take a pill. И ответом на молитву в таком случае может быть таблетка, To лекарство, seek medical attention. чтобы было медицинское вмешательство. And God works through many channels to mend our brokenness. И Бог может работать через множество путей, чтобы сделать нас снова целостными. Sometimes we need to go see that doctor. Иногда нам нужно увидеть доктора. Sometimes we need to take a vacation. Иногда нам нужно взять отпуск. Sometimes we need to take a better look at ourselves in the mirror.
И иногда нам лучше посмотреть на себя в зеркало. Sometimes we need to take a better path and make better choices. Иногда нам лучше встать на другую дорожку и принять правильное решение. But there are all kinds of ways that Christ is trying to work in us to strengthen us, to improve us, to make us better. Множество различных путей, через которые Христос может укрепить нас, сделать нас лучше. There is no brokenness that we could experience that God cannot repair. Нет такой сломленности, которую мы можем испытывать в своей жизни, которую Бог не может I исправить. remember last night we looked at several examples of people who are so much more broken than we could ever be. Помните, вчера мы рассматривали несколько примеров тех людей, жизнь которых была сломана и разбита намного больше, чем у нас когда-либо может быть. And their brokenness became unbrokenness because of God. Их сломленность перестала быть сломленностью из-за Бога. And that's what God does best. И это то, что Бог делает лучше всего. He specializes in resurrections. Он специализируется на воскресении. Broken marriages Разбитые браки can be mended могут быть восстановлены, if we will cry out to Jesus. если мы будем звать Иисуса. If we will get back to his book. He has a remedy to repair the home. Если мы вернемся к его книге, потому что там есть средства, как исправить дом. There is a remedy to our financial brokenness. Есть средства от нашей финансовой сломленности. Oftentimes it requires us to practice better self-discipline. Чаще всего оно включает в себя лучшую самодисциплину, You know, to make some wiser choices. чтобы принимать более разумные решения. Not too long ago, there was a man in my office. Некоторое время назад был человек в моем офисе. He had actually called me Он позвонил мне several hours earlier. He said, за несколько часов до этого и сказал, "When can I come by and talk with you?" когда я могу подъехать и поговорить с тобой. And usually when someone sends me that kind of message, it's bad news. И обычно, когда вот люди такое послание говорят, то это плохие новости. Nobody calls me or sends me a message saying, "I want to talk to you later," and then they show up to tell me, you know, they got a lot of money, they just got great news. Никто не говорит о том, что могу ли я подскочить тебе позже, и потом делятся какими-то хорошими новостями, у нас куча денег, у нас все хорошо. This guy, he's a guy a little bit older than me. И этот человек был немного старше меня. Hard-working man, honest man. Трудолюбивый человек, честный человек. Came in my office and Пришел в мой офис, he was very emotional. он был очень And эмоциональный. that's not like him. He was not that kind of person. И это не было похоже на него, потому что он не был таким And I'm человеком. thinking, man, he must be having serious marital trouble. И я думаю, может, у него очень сильные семейные трудности. He's cheated on his wife. She's Может, он cheating on изменил своей him. жене, или она He's just изменила been ему. diagnosed with cancer or Может, у something него terrible. is going on. диагноз, рак, или что происходит с ним. And he's saying, I'm so ashamed. И он говорит, мне настолько стыдно. And we talked for a while. И мы поговорили с ним. And his problem was И that, проблемой была, that he had just mismanaged some money. что он неправильно распорядился деньгами. And his wife didn't know about it. Его жена не знала об этом. And he actually had considered killing himself. И он даже раздумывал о том, чтобы убить себя. And so we needed to find some solutions to this brokenness. И поэтому мы должны выработать средства против такого вида You разбитости. know, and we had some Christians who were able to help him. Потому что я уверен, что есть христиане, которые могут и в этом случае помочь. But what if he had not turned to the church for help? Но что если бы он не обратился к церкви за помощью? He might have made a permanent decision to end his life. У него было бы законченное решение, чтобы закончить свою жизнь. What is suicide? Suicide is a permanent solution, which really is a solution to a temporary problem. Что такое суицид? Это постоянное решение временной проблемы. And it's definitely the wrong way to try to mend brokenness. И, конечно же, это неправильный способ для того, чтобы вас вернуть целостность. If I kill Vitaly, that's a sin. Если я убью Виталика, это грех. That's murder. Это убийство. Why isn't it also wrong for me to murder myself?
почему это также неправильно, если я хочу убить You know, it's себя. one of the oldest commandments that God ever gave man. Одна из старейших заповедей, которую Бог дал человеку, Thou shalt not kill. не убей. But that also applies to the killing of self. Но она также применима к убийству самого себя. Again, our message to all people has got to be, there's always hope. Опять же, наше послание для всех людей должно быть всегда есть As надежда. long as we have a God above who loves us, as long as we have a heartbeat, there's hope. Пока у нас есть Бог, который дает надежду, пока у нас есть дыхание жизни, всегда есть надежда. And the ultimate solution to all of this gets back to Jesus. И итоговое средство, чтобы исправить это все, это вернуться к Иисусу. Nobody ever cried out to Jesus for help, and he said, "No, I'm not going to help you." Не было такого, чтобы кто-то взывал к Иисусу, и Иисус отвечал: нет, я тебе не помогу. He may help us in different ways than we would prefer,